6 утра, шоссе 89, Вайоминг. Водитель притормаживает у обочины. Не потому что хочет, а потому что знает, здесь всегда так. Предупреждающий знак на столбе, силуэт животного, под ним цифра – 4 тонны. Это не знак для лосей. Он смотрит в боковое зеркало. Из-за гребня холма на дорогу медленно выходит существо. Длинная шея, массивное тело, неторопливая походка. Оно пересекает шоссе за 20 секунд. Водитель не удивлен, он видит это раз в неделю. Он просто ждет. Добро пожаловать в мир, в котором история пошла иначе. Но чтобы понять, как это стало возможным, нужно вернуться назад, на 66 миллионов лет назад. К моменту, который почти уничтожил все. Объект диаметром около 10 километров вошел в атмосферу над тем, что сегодня называется Мексиканским заливом. Скорость около 20 километров в секунду. Удар. В первые секунды все в радиусе сотен километров испарилось. Ударная волна прошла по планете несколько раз. Но это было только начало. Настоящий убийца поднялся вместе с пылью. Миллиарды тонн сажи, пепла и серных аэрозолей закрыли небо. Солнечный свет перестал достигать поверхности. Температура упала. Растения погибали. Сначала те, что зависели от фотосинтеза, потом те, что зависели от других растений. Пищевые цепочки рушились снизу вверх. Это продолжалось не месяц и не год. По некоторым оценкам, похолодание и затемнение держались несколько лет. 3/4 всех видов на Земле исчезли. Именно поэтому сама мысль о том, что крупные динозавры могли выжить, кажется абсурдной. И все же. Среди динозавров уже в меловом периоде существовали виды с замедленным метаболизмом, способные переносить длительное голодание. Всеядные, которые могли переключиться с привычной еды на падаль, насекомых, корни, относительно небольшие, чьи потребности не были колоссальными. Эволюция не работает по сценарию, она работает через случайность. Один вид, оказавшийся в нужном месте с нужным набором черт, мог пройти сквозь бутылочное горлышко катастрофы и выйти с другой стороны. Собственно, именно это и произошло. Только вы, вероятно, не думаете об этом в таких терминах. Когда палеонтологи говорят о вымирании динозавров, они имеют в виду не птичьих динозавров. Птицы — это динозавры. Ни метафора, ни поэтическое сравнение. Птицы — это буквально живая ветвь терапод, двуногих хищных динозавров, к которым относился и тираннозавр. Это один из наиболее хорошо подтвержденных фактов современной палеонтологии. Тысячи окаменелостей, переходные формы с перьями и полыми костями, молекулярная биология. Воробей на вашем подоконнике — это живой динозавр, буквально. Но в нашем альтернативном сценарии через катастрофу прошла не только птичья ветвь, прошли и другие. И вот тут начинается самое интересное, потому что 66 миллионов лет — это очень много времени. Представьте маленькое существо, размером примерно с индейку, покрытое перьями, быстрое, стайное, с относительно крупным мозгом по меркам своей группы. Это велоцираптор, не тот, что в кино. Голливудский велоцираптор — это выдумка, выросшая из другого животного, дайнониха или ютараптора, которые были значительно крупнее. Настоящий велоцираптор весил около 2 килограммов. Он бы вас не догнал и не убил, максимум неприятно клюнул. Но именно эта группа, дромеозавриды, имела кое-что важное — стайное поведение, сложную коммуникацию и давление отбора в сторону большего интеллекта. Стайный охотник всегда умнее одиночки. Социальная жизнь требует распознавать намерения других, планировать совместные действия, обучаться у соседей. Именно этот механизм за миллионы лет превратил волков в существ, способных координировать охоту на лосей. Именно он дал воронам способность решать многоходовые задачи. За 66 миллионов лет этот механизм в потомках дромеозавров мог зайти очень далеко. Представьте лесную опушку где-нибудь в Сибири. Небольшая стая, 8 или 10 особей, размером уже не с индейку, но и не с человека, примерно как крупная собака. Без крыльев, но с сохранившимися передними конечностями и развитыми пальцами. Они не просто охотятся, они координируют действия сигналами, которые не слышны человеческому уху. Они помнят маршруты, они узнают друг друга в лицо. Это не разум в нашем смысле, но это уже далеко не просто инстинкт. Такое существо не стало бы главным хищником, но оно стало бы одним из самых непредсказуемых. Теперь о другом конце спектра. Зауроподы.
Брахиозавры, диплодоки, аргентинозавры – самые крупные наземные животные в истории планеты. Аргентинозавр, по оценкам палеонтологов, весил от 70 до 100 тонн. Африканский слон весит 6. Это не просто больше, это принципиально другая категория существ. Выжили бы они сами? Почти наверняка нет. Такие размеры требуют колоссального количества пищи, а пища исчезла. Но более мелкие зауроподы, обитавшие в богатых рефугиумах, изолированных теплых зонах, куда последствия удара дошли с опозданием, теоретически имели шанс. И вот что важно, за 66 миллионов лет эволюция не законсервировала бы их, она изменила бы их. Гигантизм – это не константа, это адаптация к конкретным условиям. Когда условия меняются, меняются и размеры. Острова дают нам карликовых слонов, карликовых бегемотов, карликовых мамонтов. Более нестабильный климат после катастрофы давал бы преимущество животным меньше и гибче, а не больше и мощнее. Потомок зауропода через 66 миллионов лет мог быть размером с жирафа, или даже меньше, но все равно крупнее всего, к чему мы привыкли. И вот существо с дорожного знака в начале этой истории – это именно оно. Не монстр из мелового периода, его сильно изменившийся потомок. Медленный, травоядный, безопасный для человека, если не стоять у него на пути. 4 тонны в движении останавливаются не сразу. Теперь вопрос, который разрушает всю эту красивую картину. А был бы вообще человек? Ответ, который дает палеонтология, почти наверняка нет. Вот почему. Наши предки, первые приматы, появились именно потому, что после гибели динозавров освободились огромные экологические ниши. Деревья стали безопаснее, дневная активность стала возможной, крупные наземные хищники исчезли, и мелкие древесные млекопитающие начали осваивать освободившееся пространство. Не сразу, не быстро, за десятки миллионов лет, но именно этот процесс в итоге привел к приматам, к гоминидам, к нам. Если бы крупные динозавры выжили, этого не произошло бы. Млекопитающие в меловом периоде были небольшими, преимущественно ночными, прячущимися существами. Такими они и остались бы. Никаких приматов, никаких гоминид, никакого Homo sapiens. Никого, кто задавал бы вопросы о динозаврах. Представьте это по-настоящему. Не абстрактно, а конкретно. Вас нет. Не в смысле вы умерли, в смысле вас никогда не было и никогда не будет. Ни вас, ни никого из людей, которых вы знаете. Ни языка, на котором вы думаете, ни одной из идей, которые существуют только потому, что человеческий мозг их придумал. Все это прямое следствие одного астероида, который попал в одно конкретное место под одним конкретным углом 66 миллионов лет назад. Чуть иначе, и вас нет. Но давайте сделаем допущение и все же поместим разум в этот мир. Не человеческий, другой. Выросший из той самой умной стайной линии потомков терапод. Что тогда? Тогда цивилизация в таком мире выглядела бы совершенно иначе. Не потому что она хуже или лучше нашей, а потому что она строилась бы с нуля в принципиально других условиях. Представьте поселение. Не город в нашем смысле, огороженное пространство с четкими барьерными зонами по периметру. Не для защиты от других разумных существ, для защиты от животных. Крупные хищные потомки терапод держат под контролем обширные территории, туда не ходят. Это не закон, это просто очевидность, как очевидно не прыгать в огонь. Карты этих территорий передаются из поколения в поколение точнее, чем любые другие знания. Сельское хозяйство в таком мире – постоянная борьба. Стада крупных травоядных движутся по своим маршрутам тысячелетиями, эти маршруты не изменить. Поле, которое оказалось на пути сезонной миграции, будет уничтожено не из злого умысла, а просто потому, что так шли их предки. Ограждения, системы отпугивания, наблюдательные посты – это не опциональная инфраструктура, это условия выживания. И именно это давление, как ни странно, могло бы ускорить технологическое развитие. В нашей истории первые укрепленные поселения появились как защита от других людей. Первое оружие дальнего боя создавалось для охоты. Первые системы раннего предупреждения – для военных целей. В мире с динозаврами все это появилось бы раньше и по другой причине. Не человек против человека, существо против существа в 10 раз тяжелее. Это другое давление, другая скорость изобретения. Возможно, именно поэтому в таком мире наблюдение за животными стало бы главной наукой. Не астрономия, не математика, этология. Понять поведение хищника важнее, чем посчитать звезды. Это знание спасает жизни прямо сейчас. Туризм в таком мире – отдельная история.
Не сафари на джипе мимо безопасных травоядных, наблюдение с укрепленных точек за существами, чья линия непрерывно существовала 250 миллионов лет. Существами, которые пережили 2 массовых вымирания и продолжают жить так, как жили их предки в Триасе. Это не развлечение, это встреча с живой глубиной времени. И вот здесь финальный поворот, который меняет все. Мы начали с водителя на шоссе 89 в Вайоминге, с предупреждающего знака, с существа, которое пересекает дорогу в 6 утра и которое никого не удивляет. Красивый образ, чужой мир, мир, в котором все сложилось иначе. Но вот что реально, динозавры уже живут рядом с вами, прямо сейчас, не за забором, у вас за окном. Каждая птица — это живой динозавр, классифицированный внутри группы Диносаурия по всем современным таксономическим стандартам. Полые кости, унаследованные от меловых предков, трехпалые лапы с чешуей. Воздушные мешки вместо обычных легких. Это не метафора и не поэзия. Это биологический факт, установленный палеонтологией за последние полвека. Эра динозавров не закончилась, она продолжается прямо сейчас. Просто одна ветвь была уничтожена, та, что занимала наземные ниши, а другая прошла сквозь катастрофу, уменьшилась, обросла перьями в полном смысле и сегодня насчитывает около 10 тысяч видов, больше, чем млекопитающих. Тот водитель фуры, который ждет у обочины, пока мимо проходит 4-тонное существо, его не существует. Этот мир не случился. Он не случился, потому что один астероид 66 миллионов лет назад попал точно туда, куда попал. Под тем углом, в то место. И именно поэтому сегодня существуете вы. Существо, которое умеет задавать вопросы о том, каким мог бы быть мир, если бы все пошло иначе. Это, пожалуй, самая странная вещь в этой истории. Не то, что динозавры вымерли, а то, что именно их гибель сделала возможным появление существа, способного об этом думать. Но вернемся ненадолго к тому, что происходило между катастрофой и нашим воображаемым утром на шоссе 89. Потому что 66 миллионов лет — это не просто цифра. Это время, за которое мелкая ночная зверушка размером с землеройку превратилась в синего кита, африканского слона, летучую мышь и человека одновременно. Это время, за которое континенты двигались, климат менялся несколько раз, появлялись и исчезали целые биомы. 66 миллионов лет эволюции — это не модификация исходного животного, это полная перестройка. Именно поэтому говорить «тираннозавр» в современном мире не точно. Тираннозавр Рекс — это строго меловой вид, приспособленный к экосистемам своего времени. Если бы его линия выжила и продолжила эволюционировать, сегодняшний потомок был бы не тираннозавром, так же как лошадь Эогиппус, жившая 50 миллионов лет назад размером с лисицу, не была современной лошадью, хотя и была ее прямым предком. Что изменилось бы в линии тираннозаврид? Почти наверняка размер. И вот почему. Крупные животные медленнее размножаются, требуют больше пищи и хуже переносят нестабильный климат. После катастрофы климат на планете стал именно таким, нестабильным и непредсказуемым. Отбор в нестабильной среде всегда идет в сторону меньших размеров и более быстрого жизненного цикла. Это не значит, что потомки тираннозаврид стали бы маленькими, но крайний гигантизм, скорее всего, ушел бы. Животное, сопоставимое по размерам с крупной современной кошкой или медведем, но сохранившее двуногую походку, острое обоняние и бинокулярное зрение тираннозаврид – вот более реалистичный образ. И такое существо было бы, пожалуй, опаснее оригинала. Потому что меньший размер — это скорость. А скорость плюс интеллект, накопленный за миллионы лет отбора, это уже по-настоящему сложный противник. Теперь представьте, что вы — то самое гипотетическое разумное существо, не человек, выросшее в этом мире. Вы знаете все эти виды с детства. Вы выучили их повадки так же, как мы учим правила дорожного движения. Не из интереса, а потому что иначе нельзя. Вы знаете, что потомок тираннозаврид активен в сумерках и старается избегать открытых пространств днем. Вы знаете, что крупные травоядные мигрируют в определенные сезоны и что их маршруты практически неизменны. Ваши предки фиксировали их тысячи лет. Вы знаете, что стайные охотники подходят близко к поселениям только когда голодают, а голодают они ближе к зиме. Это не страх, это знание. И именно это знание стало бы основой цивилизации в таком мире. Не так, как у нас, где цивилизация выросла из контроля над природой, а как партнерство с природой, в которой у тебя нет права на ошибку.
Города такой цивилизации строились бы по логике, непривычной нам, не вверх, а вширь, с обязательными буферными зонами, разрывами между застройкой, коридорами, по которым крупные животные могут двигаться, не заходя в жилые кварталы. Не потому, что это красиво, потому что это работает. Потому что животное весом в несколько тонн, которое не может пройти своим маршрутом, начинает ломать то, что стоит на пути. Архитектура была бы другой. Не башни из стекла и стали, а приземистые широкие постройки с толстыми стенами и высокими воротами. Технологии наблюдения на несколько поколений впереди наших, потому что наблюдение за животными было вопросом выживания с самого начала. Системы акустического мониторинга, отслеживающие перемещение крупных существ в радиусе нескольких километров, появились бы задолго до компьютеров. И, возможно, именно это давление дало бы невероятный толчок биологии как науке. В нашем мире биология стала точной наукой сравнительно поздно. Геном расшифровали только в начале 21 века. В мире, где понимание поведения хищника буквально спасало жизни, биология стала бы главной наукой с самого начала. Не теоретически, практически, как инженерия или медицина. Это странная мысль. Цивилизация, выросшая в окружении динозавров, могла бы понять живую природу глубже и раньше, чем мы. Не несмотря на опасность, а благодаря ей. Но все это гипотеза на гипотезе. Мы не знаем, появился бы разум вообще. Мы не знаем, какие именно виды пережили бы катастрофу и как именно они изменились бы за 66 миллионов лет. Эволюция не следует сценарию, она движется через случайность, через катастрофы, через миллионы маленьких выборов, каждый из которых мог пойти иначе. Это и есть самое точное, что можно сказать об альтернативной истории планеты. Мы не знаем. Мы знаем только принципы, по которым работает эволюция. И мы знаем, что 66 миллионов лет – достаточный срок, чтобы эти принципы создали нечто совершенно не похожее на все, что мы можем представить. Водитель на шоссе 89. Знак с силуэтом. Существо, медленно пересекающее дорогу на рассвете. Этот образ был бы невозможен именно потому, что тогда не было бы ни шоссе, ни водителя, ни самого вопроса. Один удар, одно место, один угол. И между тем миром и этим всего одна точка на карте мезозоя, которая оказалась в нужное время в нужном месте. Есть еще один аспект этого альтернативного мира, который редко обсуждают, и который, пожалуй, самый неожиданный. Религия и мифология такой цивилизации выглядели бы совершенно иначе, чем наша. Большинство человеческих мифов о чудовищах – драконы, великаны, левиафан – это страхи, проецированные в образы. Но в мире с настоящими, живыми, огромными существами чудовище не нужно выдумывать, оно уже есть. Оно оставляет следы размером с тележное колесо. Оно издает звуки, которые слышны за несколько километров. Оно реально. Что происходит с религиозным мышлением в такой ситуации? Вероятно, крупные животные становятся не объектом страха в абстрактном смысле, а чем-то вроде живых богов, непостижимо древними, непостижимо большими существами, чья линия существовала задолго до появления разума в этом мире. Поклонение им, ритуалы умиротворения, попытки установить договор с миграционными маршрутами – все это было бы не суеверием, а вполне прагматичной системой управления соседством с опасными животными. И вот что действительно интересно. В нашей истории многие исследователи предполагают, что некоторые драконьи мифы выросли из находок костей динозавров. Древние люди видели огромные кости в земле и строили вокруг них истории. В альтернативном мире кости не нужны, существа живые. Мифология в таком мире была бы не про прошлое, она была бы про настоящее. Это меняет не только религию, это меняет саму структуру времени в культуре. Наша цивилизация одержима историей, потому что прошлое безопасно. Оно закончилось. Динозавры вымерли, и мы можем изучать их спокойно за стеклом музея. В мире, где они живы, прошлого нет. Есть только постоянное настоящее, в котором древнейшие существа планеты продолжают ходить рядом с вами. Это другой способ думать о времени и, возможно, другой способ думать о себе.